Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу вам рассказать про самую первую беззеркальную модель компании Olympus. Это фотоаппарат IP1. Фактически первой вообще беззеркальной камерой в мире стал Panasonic Lumix G1. В 2008 году именно эта модель и запустила плавный такой переход от просто 4/3 зеркалочек к микро 4/3. Ну а Olympus еще пару лет параллельно выпускал и зеркальные камеры, и беззеркальные. Здоровенные такие зеркалки, как E3 модель, например, выходили также в то же самое время, когда и уже Pen IP1 существовал. Когда вышел, наш сегодняшний герой уже мало чем походил на тот уродливый прототип, который представили на фотокине годом ранее. И вышел он аккурат в тот год, когда исполнялось ровно 50 лет с момента выпуска первой камеры из серии Pen. Первые полукадровые шкальники вышли в этой серии как раз таки в 1959 году. Но сегодня я в их историю углубляться не стану. Приберегу этот рассказ для обзора Pen F, до которого я также однажды когда-нибудь доберусь. Сегодня же перед непосредственным обзором камеры я хотел бы рассказать, как именно я полюбил микро 4/3. Ну, сначала для долбоящеров, которые постоянно пишут мне в комментариях, что ролик начинается с такой-то минуты или что им было где-то в какой-то момент скучно и неинтересно, напоминаю, есть тайм-код под видео, и можно проматывать, если вам что-то неинтересно. Так что, если вы не хотите слушать, что я вам сейчас буду рассказывать, просто съебите по тайм-коду далее. Ну а теперь, когда здесь остались только нормальные ребята, которые приходят за моим субъективным мнением, а не за просто перечислением технических характеристик камер, я расскажу вам охуительную историю. На рубеже нулевых, десятых годов я снимал себе на пленочку и вообще горя не знал. Просто ходил, щелкал все подряд, развлекался как мог. Ну, был таким обычным хипстером-дурачком с пленочным фотоаппаратом. Но тут случилась парочка важных вещей, которые я такими считаю поворотными. Во-первых, я задумался, а не начать ли мне снимать как-то более разумно, а не просто бездумно щелкать все подряд. Ну, а во-вторых, пленка стала безудержно дорожать из-за того, что, во-первых, уменьшилось ее производство, и она, в общем, стала достаточно дефицитным товаром на какое-то время. Поэтому, здраво рассудив, я решил просто перейти на цифру. Да, конечно, здорово. Приятно иногда поностальгировать, вспомнить вот эти вот замечательные пленочные времена. Но сейчас пленка фактически мертва. Ну и каждый дурачок, который бегает сейчас с пленочным фотоаппаратом до сих пор, это, ну, он просто тормошит какой-то бездыханный труп. А меня некрофилия, в общем, не прельщает. На тот момент из пленочных зеркалок у меня была только Minolta 600 SI. Ну, к ней, естественно, прилагалась кучка объективов. Поэтому самым безболезненным вариантом я посчитал для себя переход на просто полнокадровую Соньку тех лет. Ну, я, собственно, так и сделал, купил себе Sony A850. Ну и какого-то сильного прогресса я по сравнению с пленкой, честно говоря, не увидел. Во-первых, у камеры не было Live View, и это просто, ну, была такая же, в общем-то, тупо зеркалка, как и пленочная, только, ну, в ней было чуть-чуть побольше свежих технологий. Она была, в общем, такая же нерасторопная, глупая, громоздкая и фокусировалась также так себе. Единственное существенное отличие было, ну, конечно, в картинке. Картинка стала гораздо резче, и файлы, которые я снимал в RAW, позволяли ее достаточно значительно редактировать. Но мне было лень таскаться с такой огромной камерой везде, а хотелось все-таки снимать какие-то повседневные вещи. Поэтому я задумался о том, что было бы здорово иметь еще одну камеру дополнительную, но маленькую. И как раз я обратил внимание на микро 4/3. В этот момент как раз была хорошая скидка на Olympus Pen EP5. Я ее тогда очень дешево урвал. И случилась у нас с этой камерой страстная любовь. Я вдруг осознал, что в цифровой фотографии, по сути, размер кадра не так уж и важен. И в большинстве ситуаций вот этот дважды кроп делал кадры гораздо более приятные и гибкие, нежели устаревший полный кадр. К тому же в системе микро 4/3 было огромное количество отменной оптики, и динамический диапазон не был так уж плох у этой камеры на базовых значениях, там ISO 200. К тому же стабилизатор, который был установлен в этой камере, он работал, в отличие от того, который находился в A850.
Там он тоже был какой-то стабилизатор, который еще, видимо, был пережитком технологии Minolta там годов 2005-х. Но работал он крайне сомнительно, и на длинной выдержке ты нормально так посасывал со смазами. А еще камера от Olympus была в 3 раза меньше и в 3 раза легче. Вот именно поэтому я на долгое время отказался от использования полных кадров, ровно до того момента, пока не появились какие-нибудь пригодные для использования полные кадры именно в беззеркальном исполнении. Например, Sony A7 III мне очень нравится, это классная камера. Вот так вот буквально за пару лет я выбросил на свалку истории несколько важнейших таких ключевых вещей. Я окончательно осознал, что пленка нахер не нужна. Любые цифровые камеры уже не просто догнали ее по качеству, а значительно перегнали. Пленка вообще никудышное устаревшее говно. Зеркалки тоже нахер не нужны, так как беззеркальные технологии уже достаточно хорошо развиты были на тот момент, и электронные видоискатели были достаточно честными, правдивыми и резкими. К тому же Live View позволял гораздо более качественно оценить ситуацию с экспозицией в кадре. Поэтому таскать с собой какую-то здоровенную бандуру с зеркалом внутри, с горбом пентапризмы, который там полкило весит еще дополнительно, с бэк-фронт фокусом, с огромным рабочим отрезком, да нахрен это нужно вообще? Это анахронизм, пережиток старины, какой-то, ну не знаю, древний бесполезный костыль. Также я тогда понял, что и полный кадр, в общем-то, не особо нужен, потому что для большинства съемочных ситуаций какой-то запредельный динамический диапазон вообще не требуется, да и задирать ISO тоже до каких-то невообразимых значений экстремальных вообще практически никогда не нужно. Да и бокешка, будем честны, нужна, в общем-то, крайне редко, разве что она крайне необходима только каким-нибудь тупым ссыкухам с зеркалочками, которые снимают полуголых девиц на кухне или, там, не знаю, делают портреты кого-то на фоне помоек. Думаю, я неплохо доношу эти мысли на своем канале. Я чаще всего утверждаю, что снимать можно на что угодно. Да, я, конечно, излагаю тут полную банальность, про которую, в общем, почему-то все забывают. Снимает не фотоаппарат, а фотограф. Но с маленькой оговорочкой. Если фотоаппарат полное дерьмище, то фотограф просто претерпевает гораздо больше мук, чтобы выжать из него хоть какой-то хороший результат. Но даже из самого кривого, убогонького, устаревшего или странного устройства можно выдавить действительно хорошие кадры, если его раскусить, если понять его слабые, сильные стороны. И вот как раз таки с Micro 4 третьих я никаких особых мук не испытывал, а наоборот сразу же получал большое удовольствие от ее использования, этой системы. Я начал с IP5, это 5-я модель в серьезной линейке компактных камер от Olympus. Вообще, фактически это 4-я, если по счету считать, потому что 4-ку обычно суеверные японцы почему-то пропускают. Вот после ее приобретения, как следует распробовав подобный тип техники, я слил к чертовой бабушке весь зеркальный, пленочный и прочий отсталый хлам и купил себе тогда флагмана от Olympus OMD EM1. Пожалуй, поэтому мне и было интересно пощупать самую первую камеру, которую выпустил Olympus именно в беззеркальном формате. Так что приступим же, наконец, к ее обзору. Берешь в руки этот аккуратный маленький кирпичик, и лежит он просто замечательно. Очень приятно. Полностью металлический корпус, такой весьма увесистый, ощущается, что ты держишь в руках вещь. При этом вот такой минималистичный пластиковый хват с текстурой под кожу позволяет вполне комфортно удерживать камеру в руках, так как он сбалансирован наличием здесь вот достаточно приличного выступа под большой палец сзади. Выступ не огромный, но очень даже хороший и достаточный для того, чтобы камеру держать нормально. У корпуса камеры вообще изгибы достаточно изящные. Тут что вот здесь идет такой наклончик небольшой, что в целом она такая достаточно скругленная, без каких-то резких граней, что здесь так аккуратно волной идет. Ну и вообще на корпусе нет никаких лишних выступающих деталей ни с одной стороны. Даже колесико выбора режимов у них утоплено внутрь корпуса. Такое нестандартное решение.
дизайнерская, и в то же время с практической точки зрения тоже довольно здравая и интересная. Но места на корпусе под встроенную вспышку не нашлось. Ну, впрочем, она, в общем, и не нужна особо. Башмак горячий-то все-таки тут есть, можно вспышку поставить какую захочешь. В верхней части корпуса находится всего 3 кнопки. Это кнопка включения-выключения. К сожалению, к моему большому, ее подсветку отключить нельзя. Она светится вот таким зелененьким светом постоянно. Здесь также здесь рядом находится большая кнопка спуска, достаточно приятная и плавная. Ну и также кнопочка для того, чтобы производить экспокоррекцию. Позади на корпусе находится очень удобный ряд кнопочек. Здесь все необходимые кнопки. Все они находятся причем справа и удобно расположены. Ни одна не лезет под большой палец. Когда ты держишь камеру, шансов нажать на хоть одну кнопку нет. Видно, что кнопки не раскиданы случайным образом, а находятся очень продуманно. Рядом с большим пальцем как раз таки находится очень удобный, интересный барабанчик. Не припомню подобного я в других камерах. Этот барабанчик, собственно, отвечает за регулировку настроек. Он достаточно тугой, ребристый и, естественно, металлический. Очень классный. Ну, и опять же, это и практично, и красиво, и достаточно неординарно. Ну, и также для изменения настроек можно использовать колесико вокруг крестовины. И подобная компоновка, где у камеры 2 регулирующих колеса, станет, в общем-то, традицией для IP-серии. Ну, 2 колеса для регулировки основных параметров съемки, я имею в виду. Экранчик тут достаточно неказистый, всего 3 дюйма, жалкие 230 тысяч точек. В это же время во многих камерах были уже приличные 920 тысяч. К тому же он не откидной, что, в общем-то, не всегда удобно. Хотелось бы иногда с нижних ракурсов с большим удобством снимать, а не стоять раком. Но зато он не портит общий минималистичный дизайн. Камера красивая, в ней такого нет, ничего лишнего зато. Меню камеры достаточно убогенькое такое, серенькое. Абсолютно такой же, как у зеркалок на просто 4/3 от того же Olympus. Сбоку под удобной крышечкой припрятаны 2 интерфейсных разъема. Штативное гнездо смещено в сторону батарейного отсека, что весьма тупо. Площадка штатива будет явно мешать открытию крышечки. Но почему-то на одной оси с объективом разместить они не смогли. Ну, видимо, я так полагаю, что просто не помещался уже стабилизатор, тогда был в камеру. Это такой вынужденный компромисс. В камере используется батарейка BLS-1. Вполне нормальная, в принципе, батарейка. На 300 фоток ее хватает запросто. Вот и пришло время поговорить о картинках, которые эта камера выдает. Но сначала я оговорюсь. Я снимал в основном на блинчик от Olympus 1442 и Z. Обзор, кстати, на него есть у меня на канале, можете пройти по ссылочке. Не будем тянуть кота за яйки. Сразу же скажу вам, что матрица LifeMOS на 12 мегапикселей, которая установлена в этой камере, достаточно слабовата. Если говорить еще откровеннее, шумит она как последняя мразь. Любые кадры, у которых ISO выше 200 единиц, это просто кошмарное говно. Хотя стабилизатор тут хоть и трехосевой, но он все же работающий, поэтому он иногда позволяет не поднимать ISO даже в темное время суток. Динамический диапазон у камеры скудный, тени в кадрах вообще практически не тянутся. Если ты чуть-чуть промахнулся, немножечко недоэкспонировал и попытаешься что-то вытянуть, то тебя ожидает огромное количество шумов и артефактов. Это просто кошмар. При этом есть ощутимый перекос динамического диапазона в сторону светов. Из светлых участков можно вытянуть зачастую гораздо больше деталей, нежели из теней. Так что быстро смекнув это, ты начинаешь постоянно снимать с экспокоррекцией немножечко в плюс. В
Кстати, подобная тенденция, она характерна и для более современных камер Olympus. Хотя на низких значениях ISO динамический диапазон у современных камер на микро 4 третьих ничуть не хуже, чем у какого-нибудь полного кадра. По крайней мере, его достаточно, чтобы просто расслабленно снимать и кайфовать. В принципе, на относительно высоких ISO сейчас камеры Olympus или Panasonic тоже выдают не такие уж и плохие результаты. По крайней мере, до ISO 1600 они примерно не сильно отличаются от тех, что выдают результаты, какие на камеры IPS-C. Но вернемся к IP1. Его шумность и маленький динамический диапазон прямо настолько кошмарный, что я имею сейчас несколько камер, которые не микро 4 третьих, а просто 4 третьих. И эти старые зеркалки обладают гораздо лучшими характеристиками именно по этим вот параметрам. Я не знаю, как они так умудрились обосраться, но каким-то образом они это смогли сделать. Но что у камеры хорошо, так это алгоритмы обработки цвета все-таки. Баланс белого не творит никакого непотребства, в любых условиях он более-менее адекватно себя ведет. Цвета всегда достаточно насыщенные, живые, ничего не зеленит, не розовит, в холод внезапно не уводит, с теплыми тонами никакой войны не идется. Цвета, ну просто конфетка. Да и скинтона, кстати, вполне сносные. Правда, для портретов или стрита камера крайне малопригодна, потому что, например, фокусировка по лицу здесь очень посредственная, она постоянно норовит перепрыгнуть на задний план, плохо держит лица, плохо их ловит. По одной точке тоже не очень здорово фокусируется камера, потому что фокус здесь только контрастный, а точка это ну просто огромная. Так что поснимать от бедра на нее довольно затруднительно. Промахи тут, конечно, я не знаю, там в 90% случаев будут. Это, конечно, решаемо прикрытием диафрагмы и ручной фокусировкой на гиперфокал, и с DIS себе спокойно снимает бедра. Или можно нацепить просто блинчик 15 мм f8 от того же Olympus, на который я вот недавно тоже делал обзор, можно посмотреть здесь. Фокус у камеры не очень быстрый, да и с точностью у него довольно серьезная беда. Иногда вообще бывают интересные каверзные ситуации, когда рамочка фокуса тебе показывает зелененьким, что ура, я сфокусировалась, а по факту кадр вот такой. И при всем при этом у камеры все равно гораздо лучше фокус, чем у Sony RX1R, на которую я также недавно делал обзор. Там фокус вообще полное говно по сравнению даже с этой древней беззеркалкой 2009 года. Для скрытного стрита камера не так хороша, еще и по причине того, что у нее затвор только механический, электронного затвора тут нет. Она, конечно, не шлепает затвором настолько зверски, как это делает, например, тот же NX500, у которого вообще электронный затвор есть, но его включить нельзя. Но звуки все же издает. Так как эта камера стандарта микро 4 третьих, у нее малюсенький рабочий отрезок, почти все объективы посчитаны так, чтобы фокусироваться максимально близко. И да, на нее здорово снимать какие-то вещи с очень близкого расстояния.
Но опять же, для такого любительского около макро она мало пригодна. Ну, пригодно, но условно, я бы так сказал. Потому что точка фокусировки довольно огромная, и ты не всегда уверен, куда она в точности попадет, даже если прикроешь диафрагму. Поэтому все равно придется крутить ручками, а это неудобно и долго. С пейзажем камера справляется едва ли лучше. Конечно, можно сделать довольно симпатичные кадры на нее, но эти уже картинки будут годиться, ну, разве что для Инстаграма. Ни света, ни тени в кадре толком не исправишь. ДД, ну, слишком уж узенький и маленький. И если ты где-то промахнулся или в светах, или в тенях хотя бы немножко с экспозицией, а это, ну, ты в любом случае или туда какой-то перекос будешь иметь по экспозиции, ты вытянуть этого, ну, никак не можешь. То есть, если ты хорошо, грамотно проэкспонировал темные участки, то это значит, что у тебя где-то окажется все-таки светлый объект, который слишком яркий для этой картинки. И с точностью да наоборот. Ну и так как мегапикселов у камеры не так уж много, да и стоит у нее еще и антиалиасинг фильтр на матрице, то детализации остро не хватает. Тут на многих кадрах, например, где присутствует какая-нибудь трава или другая зелень, ну она просто сливается в какую-то кашу из пикселов. К этому моменту у вас, наверное, уже сложилось впечатление, что я настойчиво засираю камеру, описываю ее как какой-то вообще совершенно никудышный хлам. Но нет, она вполне работающая, довольно уютная, приятная камера. Просто я стараюсь честно описывать проблемы, какие-то недостатки и трудности свои, которые у меня возникали при съемке на нее и при редактировании файлов. На нее тоже можно делать нормальные, хорошие кадры. Просто это гораздо сложнее, чем на любую камеру, которая выходила в те года. Любой ближайший ее конкурент, ну я имею в виду какие-нибудь компактные зеркальные все же камеры, обладал гораздо более быстрым и точным фокусом. Также и картинки с зеркалок тех лет были гораздо более гибкими. Да блин, даже с зеркалок самого Олимпуса картинки были гораздо более кайфовыми, чем с этой камеры. И скорее всего именно вот тогда родился этот дурацкий миф, что камеры на микро 4/3 это какая-то шумная параша без динамического диапазона. Хотя это просто ранние сенсоры и процессоры были, ну, слабоваты, да, не спорю с этим. Но просто считать по инерции как-то систему микро 4/3 слабой и по сей день, это, ну, блин, это быть над тупым каким-то дегенератом. Последующие камеры от Олимпуса и Panasonic уже стали гораздо более чистую картинку выдавать. Я, например, пробовал снимать на компактные GF3 и GF5 от Panasonic, которые тоже обладали 12-мегапиксельной матрицей, но с гораздо более мощным процессором они были на борту, и матрица была тоже значительно прокачана. Они выдавали отличную картинку, на мой взгляд. Для Olympus же главным шагом вперед стал выход OMD EM5. Она по своему дизайну походила на классические компактные такие зеркалочки от самого Olympus из серии OM. И на ней была установлена уже отличнейшая матрица на 16 мегапикселей, самая свежая на тот момент LiveMOS от того же Panasonic. И динамический диапазон там уже был довольно-таки неплох. И ISO можно было приподнять, при том, что ты уже не боялся, что картинка стухнет. Да и в целом камера по своему функционалу и по возможностям, ну, вообще ничем не уступала своим ближайшим APS-C конкурентам в каком-нибудь зеркальном сегменте. Как раз таки в IP5, который я тут ранее превозносил, установлена матрица еще улучшенная по сравнению с EM5. Тут уже гораздо более тонкий АА-фильтр был, но он все еще оставался. А вот в камере следующей, которую я сделал уже своей основной на ближайшие пару лет, это был флагман от Olympus, собственно, OMD EM1,
2013 года, там матрица стояла уже тоже на 16 мегапикселов, но с полностью убранным вот этим вот противомуарным антиалязинг фильтром, что положительно сказалось на резкости картинки и вообще позволило раскрыть такой мощный потенциал про-стекол, которые выходить начали как раз в это время в системе. К тому же у этой камеры впервые для Olympus появились фазовые датчики на матрице, что значительно ускоряло фокусировку и ее точность. Ну, в 2016 году, когда вышла OMD M1 Mark II, я быстренько пересел на нее. И тоже балдел, потому что матрица там еще стала лучше, там уже на 20 мегапикселов. При этом, как ни странно, при увеличении мегапиксельности она стала гораздо еще меньше шуметь, и динамический диапазон у нее значительно расширился. Ну, правда, глубина цвета у камер Olympus и Panasonic остается до сих пор 12 бит, а не 14 бит, как у многих там, ближайших каких-нибудь конкурентов, у каких-нибудь APS-C камер. Но это никак не мешало мне делать красивые снимки с богатой цветопередачей. Я все это сейчас говорю, потому что я люблю систему Micro 4 третьих, и я верю, что у нее есть еще достаточно большой нераскрытый потенциал, потому что у этой системы довольно высокое качество картинки, огромный парк просто первокласснейшей оптики. Хотя Panasonic в большей степени, конечно, сейчас сконцентрирован на видеовозможностях своих камер, но Olympus вообще продал свое фотоподразделение. Теперь они находятся под крылом Japan Industrial Partners, и называются они OM Digital Solutions. Но вроде как там жизнь сейчас теплится. Вот недавно они как раз буквально на днях выпустили объектив, новый из Pro серии 8-25 f4. Также не так давно они выпустили продолжение как раз-таки той самой серии, про которую я сегодня рассказываю, IP7 уже камеру. Но если смотреть на характеристики, это какой-то скорее PNF без видоискателя у них получился. Ну, чтобы я мог сделать какие-то полноценные выводы, наверное, все же стоит камеру полноценно и потестировать. А еще забавно наблюдать, как к системе Micro 4 третьих постоянно норовят присосаться какие-нибудь китайцы. Выходила какая-то смешная камера Kodak Pix Pro S1. Было бы, конечно, интересно ее в руках подержать, вообще, может быть, поснимать, но я не думаю, что ее реалистично сейчас раздобыть. В прошлом году вот я, кстати, делал обзор на крайне неудачную камеру, которую пыталась сделать в системе Micro 4 третьих компания Xiaomi. А еще недавно компания Yongnuo анонсировала выпуск камеры UN455. Я более чем уверен, что камера получится просто невероятно всратая, но я бы хотел тоже ее в руках повертеть когда-нибудь, ну, чисто ради смеха. К большому сожалению, продажи камер на системе Micro 4 третьих, ну, оставляют желать лучшего. Но все потому, что их приобретает скорее куча каких-то гиков, энтузиастов, ну или какие-нибудь нормальные фотографы берут камеры на Micro 4 третьих как какой-то дополнительный инструмент. Ну а среднестатистический обыватель, он слишком тупой, ему такие камеры вообще не нужны. Он и на мобилу неплохо снимет свой никчемный быт. Не хотелось бы заканчивать видео на грустной ноте, но, к большому сожалению, такие великие компании, производители фототехники, как Olympus и Pentax, имеют крайне мизерный процент от продаж, в общем, на рынке. Они делают уникальные нишевые продукты, ну и находятся, честно говоря, на периферии масс-маркета, но по-настоящему их ценят и любят, пожалуй, вот только такие маргинальные элементы вроде меня. Ну что ж, надеюсь, в ролике я не перегнул с количеством рефлексии. Если вам понравилось вот это вот мое разглагольствование, то не забудьте поставить лайк и подписаться. Ну и, конечно же, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пока!